Наконец, мне в руки попал приемник АТС-25 новой модификации с говорящим названием Max Decoder. Это продолжение линейки Max от производителя радиолюбительских устройств под брендом GST VRO. Данная модель – результат работы над известными ошибками всей серии приемников АТС-25 и попытка подтянуть железо до уровня, который задает последняя версия прошивки H-Radio. А раз так, значит именно с этой прошивкой я и буду его тестировать. Как и предыдущая модель от этого производителя, приемник упакован в картонную коробку без опознавательных знаков. Но зато со вставкой из пенного материала, что должно максимально защитить вашу покупку, пока она добирается к вам. Забегая немного вперед, хочу сказать, что именно в этом составе, который вы сейчас наблюдаете, этот приемник с последней версией прошивки H-Radio, а значит со всеми плюшками, о которых вы слышали, а возможно только мечтали, вы можете заказать с быстрой доставкой по России по очень привлекательной цене. Ссылка на страницу для заказа в описании. Итак, что мы имеем? Инструкция. Правда, на английском языке, но она есть. На сайте разработчика прошивки Arduino.ru вы можете подчеркнуть дополнительную информацию, включая инструкцию на русском языке и русификатор прошивки. Ведь прошивка разработана в России, а значит родной язык в ней должен присутствовать. Так, конечно, сам приемник, внешний вид которого почти не претерпел изменений, разве что только надписи поменялись. И появился разъем для внешней антенны Wi-Fi. Пакетик с кабелем USB для зарядки встроенной батареи или обновления прошивки. Антискользящие ножки. Очень ценное дополнение, чтобы не ловить ваш приемник на столе. И пусть лучше он ловит сигнал, когда вы тычете в его экран пальцем. Стилус также присутствует. Экран резистивный, а значит иногда со стилусом будет проще пользоваться сенсором. Телескопическая антенна с разъемом BNC. И Wi-Fi антенна с разъемом SMA. При установке этих двух антенн на свои места приемник становится похож на роутер. Как я и говорил ранее, внешний вид просто копия предыдущей модели Max. Экран здесь 2,4 дюйма, и печатная плата с ним закреплена на передней панели 4 винтами, в отличие от моделей других производителей, где эта плата спаяна в одно целое с передней панелью. Спереди ручка энкодера, она же и кнопка. Сверху отверстие для динамика. Звук, я должен сказать, из этой коробочки весьма неплох. Как это устроено внутри, мы с вами еще увидим. На задней панели расположен ползунковый выключатель приемника. Разъем Type-C для зарядки аккумулятора или подключения к ПК. Рядом окошко, где расположен индикатор зарядки. Выше гнездо подключения антенны Wi-Fi. Это, кстати, исправление давней проблемы этих приемников с подключением к сети интернет. А зачем он здесь, мы рассмотрим позже. По центру гнездо для подключения наушников. Гнездо устроено так, что наушники выступают также в роли антенны для приема FM-вещательных станций. Так что если вы просто хотите послушать FM-станции вашего города в наушниках, то телескопическую антенну можно не устанавливать. Далее разъем для подключения антенны. В этом приемнике антенные входы микросхемы SE4732 подключены к разъему без каких-либо согласующих контуров. Имейте это в виду при конструировании или использовании готовых антенн. Это тема отдельного видео, здесь мы не будем ее касаться. А должен лишь добавить, что приятным дополнением станет автоматический коммутатор антенных входов микросхемы в зависимости от выбранного диапазона частот. А это значит, что вот этот переключатель, который присутствует во всех моделях АТС-25, более не нужно постоянно двигать при смене диапазона на FM или обратно. Здесь он присутствует лишь для совместимости, если вдруг кто-то захочет поставить на этот приемник другую прошивку, где нет поддержки автоматического переключения. А с прошивкой H-Radio он должен быть установлен в положении авто. Ну, вот, пожалуй, и все, что касается внешнего вида. Давайте же его включим и узнаем, почему же этот приемник носит такое название – Max Decoder. Так, ну что ж, прошивка H-Radio версии 4.16, чип SE4732 обнаружен. Отлично, прошивка уже активирована и можно сразу пользоваться устройством.
Тот, кто уже знаком с другими моделями АТС-25, сразу заметит, что экран не мерцает. Это раздражающее мерцание было связано с недостаточной мощностью питания на линии 3,3 вольта. Особенно сильно это проявлялось, когда включался Wi-Fi. В этот момент приемник мог просто перезагрузиться. Здесь эта проблема решена. Позже мы заглянем под капот и увидим, что же интересного добавил в схемотехнику. Управление стандартное, сенсорный экран и энкодер. На моем канале есть подробное видео с обзором всех функций прошивки H-Radio. Ссылка в описании. Так как приемник производится в Китае, на нем установлена прошивка без дополнительных языков, только на английском. Я скачал с сайта arduino.ru файл с прошивкой той же версии, что установлен на устройстве. В архиве есть файлы для установки различных языков. Для русификации загружу соответствующий файл в приемник с помощью специальной программы, которую можно найти на том же сайте. Приемники, продаваемые в России, по ссылке в описании, уже с прошивкой на русском языке и всеми необходимыми настройками. Поскольку это все же обзор приемника, не лишним будет упомянуть характеристики чипа, на котором построен радиотракт устройства. Вся приемная часть от антенного входа до линейного стереовыхода НЧ находится внутри 16-выводной микросхемы SI4732A10. Это хорошо знакомый радиолюбителям чип, который часто используется производителями серийно выпускаемых приемников известных на весь мир брендов. Однако приемник, который у нас в руках, это разработка радиолюбителей-энтузиастов. Базовую принципиальную схему приемника, а также исходный код демо-прошивки для него можно легко найти на просторах интернета. Энтузиасты-радиолюбители Герт Баак из Голландии, Рикардо Лима Карати из Бразилии и Вадим Афонкин из России стоят у истоков создания этого приемника. Благодаря им этот приемник стал своеобразным конструктором для радиолюбителей, желающим попрактиковаться не только в радиоэлектронике, но и в программировании. Так что же может этот чип? Диапазон принимаемых частот от 149 кГц до 30 МГц с амплитудной или однополосной модуляцией и от 64 до 108 МГц с FM-модуляцией. Не густо, но это захватывает коротковолновый диапазон, откуда и происходит вся радиолюбительская романтика. Дальние связи, погоня за прохождениями волн, оттачивание мастерства и строительства и настройки антенн и, наконец, соревнования за звание быть лучшим радиолюбителем-коротковолновиком. Естественно, наш приемник предоставляет различные инструменты для радиолюбителя. Удобно представлены списки диапазонов. Отдельно радиолюбительские, отдельно вещательные. В вещательных присутствует круглосуточно гремящий повсеместный FM-диапазон. Станции этого диапазона принимаются в стереоформате из цифровой информации РДС. Отображается она в виде бегущей строки под частотой. Быстрый ввод частоты, изменение шага настройки, вида модуляции или фильтра полосы пропускания всегда под рукой. Чип предоставляет информацию о текущей мощности сигнала и соотношении сигнал-шум. На основе этих данных возможен автоматический поиск вещательных станций, регулировка громкости, АРУ и аттенюатор встроены непосредственно в чип SI4732. Все это управляется микроконтроллером ESP32. Дополнительно реализована возможность менять яркость экрана, в темноте это особенно актуально, но и при солнечном свете экран достаточно читаемый и не возникает необходимости прибавить яркость. Микроконтроллер ESP32 обладает энергонезависимой памятью, в которой можно хранить большое количество станций для быстрого переключения. Контроллер считывает текущий заряд батареи и отображает на экране в процентах или вольтах. Также при подключении зарядного устройства легко контролировать непосредственно на экране процесс и окончание зарядки. В разделе настроек по кнопке Setup можно включать и отключать различные модули схемы приемника, а также осуществлять их тонкую настройку. Подробнее о возможностях прошивки H-Radio смотрите в отдельном видео, ссылка в описании. Здесь же мы коснемся основных отличий этого приемника от своих собратьев и разберемся, насколько хорошо его начинка справляется с задачами, поставленными новой прошивкой. Каждый, кто имел дело с приемником TS-25, всегда мечтал запихнуть куда подальше переключатель антенны на задней панели. Например, в автоматическое переключение антенного входа средствами прошивки, а не то, что вы подумали. Хотя эмоции, которые переполняют, когда вспоминаешь о забытом переключателе через полчаса безуспешных попыток что-либо поймать, могут быть весьма красочными. И да, здесь работает автоматика. Вот этот маленький переключатель работает как индикатор текущего состояния антенного входа. Конечно, в настройках можно отключить автоматическое переключение и играть с этим ползунком как душе угодно. Но зачем, если железо позволяет обойтись без него? Вот мы на FM-диапазоне. А теперь переключились на короткие волны.
А теперь обратно. и в местах дорожных работ. И Ну, все вот еще работает. расскажешь, я вот- Схема коммутатора не нова, но в приемнике АТС-25 она впервые. Давайте все же отключим автомат и посмотрим, как коммутатор переключается вручную с экрана. В настройках есть соответствующий пункт. Выключаем автомат и сохраняем настройки. 27 градусов под по области также ожидается. Так, теперь дождей. можно здесь же переключить антенный вход. Автомонитор. Хорошо, как видим, коммутатор работает. Не забудьте, что для программного переключения на этой модели переключатель на задней панели должен быть установлен в положении авто. Вот мы и подошли к самому вкусному. Отчего же приемник называется декодер? А все дело в том, что в схему приемника добавлен аппаратный декодер для расшифровки азбуки Морзе и передач различных форматов цифровой связи. Автором устройства, а также кода является итальянский радиолюбитель Антонино Руссо. Он же активный участник тематической группы на Facebook. Ссылка на страницу группы в описании к этому видео. Там вы найдете самые последние новости об этом приемнике. Версия 4.16 прошивки H-Radio умеет декодировать азбуку Морзе, цифровые передачи в формате RTTI, Feldhell, FT8 и FT4. Проверим работу декодера в этом приемнике. Начнем с самого простого. Для удобной настройки приемника включаем отображение спектра. Выбираем участок, где радиолюбители работают азбукой Морзе. Включаем режим CW, находим сигнал и совмещаем его с красной меткой на спектре. Как видим, приемник весьма достойно справляется с этой задачей. Сейчас морзянку все реже можно встретить на просторах радиолюбительского эфира, но когда проходит соревнование, эфир заполнен так, что не протолкнуться. Следующим попробуем формат цифровой передачи Feldhell. Вот это уж точно раритет. И чтобы не искать долго такой сигнал в эфире, я просто сгенерирую его сам и посмотрим, как приемник декодирует минифакс. На компьютере формируем и отправляем зашифрованное сообщение с помощью трансивера в эфир. На спектре, как и для морзянки, нужно совместить видимый сигнал с меткой. И вот, уже можно наблюдать расшифровку сигнала на экране. Ну, это все просто. Возьмем формат посложнее. RTTI, Radio Teletype. Здесь, так же как и морзянкой, может передаваться любая информация, но скорость уже выше. Ключом такой скорости передачи не достичь. Этот сигнал создает компьютер. На 30-метровом диапазоне круглосуточно вещает в формате RTTI погодная станция. Сигнал состоит из двух частей, передаваемых с небольшим разносом по частоте. Совмещаем левую часть сигнала с меткой на спектре. И включаем скорость декодирования 50 бот. Всего 3 различных скорости можно выбрать при декодировании телетайпа. Эта скорость передающей станции должна быть известна заранее. Как видим, и с этим приемник справляется на ура. А теперь задача посложнее. Посмотрим, как приемник справляется с протоколами FT8 и FT4. Для этого нам потребуется точное время UTC.
Сеанс связи по этим протоколам жестко привязан ко времени. Если не синхронизировать время, то расшифровка сообщения будет невозможна. Вот тут-то и пригодится подключение к интернету. Чтобы впервые подключить приемник к точке доступа, заходим в Setup, в раздел Wi-Fi. Выбираем свою точку доступа и вводим пароль. После подключения приемника к интернету синхронизация времени происходит автоматически. Заодно становится доступна информация о прохождении волн на диапазонах КВ в разделе «Инфо». Теперь можно начинать декодирование. Выставляем частоту, где происходит радиообмен по протоколу FT8. И включаем декодер. Декодер работает даже с очень слабыми сигналами, соотношением сигнал-шум до минус 24 дБ. Прекрасно. А теперь FT4. Меняем частоту и включаем декодер. Как видим, приемник неплохо справляется с декодированием популярных протоколов цифровой связи. Декодер мы тестировали с нижней антенной диполь на 40-метровый диапазон. А что же комплектная телескопическая антенна? Попробуем послушать эфир на нее. Так, Федор, Ульяна, спасибо за вызов. Так, это наш Алексей получается. Ваши 9 из Виктора его ноги. אטרקציות תיירותיות לבקר. ליד ברוד יש את העיר סגישוארה, ולאחר מכן את המבצר של רופה או סיביו, אשר לא מאוד רחוק. יש לנו עוד מקום מאוד יפה בצפון חבל מולדובה, שמבחינה טבעית ורוחנית מהווה אוצר. И вот уже дело к ночи, и можно послушать немного средние волны и длинные волны. Моя антенна диполь на 40 метров, конечно, не очень хорошо с этим справляется, но посмотрите, что получается с этим приемником. Долгосрочных обучающих программ стороны создадут центр трудности. Движение паромов на Керченской переправе времени остановлено в воскресенье вечером, сообщает главный полиции в честь покрытия. Да, антенный фильтр здесь не помешал бы. Но помните, что я вам говорил?
Антенный вход микросхемы SI4732 в этом приемнике подключен непосредственно к разъемам BNC на задней панели. Так что самостоятельно можете добавить все, что захотите. Все в ваших руках. دا خو سمه ده چې موږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شاپ هم. خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي چې د دې جذبې لویه ستونزه ده. Internal migrants who suddenly lost their jobs. They had internally migrated to the cities. They lost their jobs. Ну, будем там сказать, нормально, он хорошо себя ведет. То есть вы не можете там подрегулировать окраску сигнала, да, свою. То есть вот как вот я вот могу вот. Настало время взглянуть под капот. Вся начинка расположена на двух печатных платах. На плате с экраном расположен микроконтроллер ESP32, интерфейс обмена по USB, схема управления подсветкой экрана. Здесь же подключен энкодер. А тут, вероятно, должен быть зуммер для подачи звуковых сигналов. Разводка для него присутствует на плате, но деталей не наблюдаю. Резистор, транзистор и сам излучатель отсутствуют. Вероятно, производитель счел этот элемент неважным. Однако его наличие упрощает управление с помощью сенсорного экрана за счет обратной связи в виде звуковых сигналов бипера. Да и в некоторых функциях он сигнализирует о выполнении различных операций. Как бы там ни было, его отсутствие не влияет на прямое назначение устройства, так что оставим это на совести производителя. А желающие могут самостоятельно добавить бипер и пару деталей. Помните, я говорил о том, что этот приемник – конструктор для радиолюбителя и о наличии схемы в открытом доступе. На второй плате расположена микросхема SI4732 с обвязкой, антенный коммутатор, декодер на двух микросхемах, низкочастотная часть с усилителем для наушников и встроенного динамика. Вот и он, кстати, 8-мм динамик в корпусе с закрытым пустым объемом выдает неплохой звук. Вот здесь схема зарядки литиевой батареи и повышающий преобразователь напряжения до 5 вольт для питания декодера и последующего понижения напряжения для питания цифровых схем микроконтроллера. Правильно выбранная схема питания устройства сделала свое дело, и теперь приемник работает стабильно, даже при включенном Wi-Fi. Здесь применяется литиевая батарея емкостью 3000 мАч. При отключенном Wi-Fi ее хватит на 5-6 часов непрерывной работы, а если настроить выключение дисплея при бездействии, то батарея продержится без подзарядки еще дольше. В последующих прошивках планируется более гибкое управление энергопотреблением во время простоя при выключенном дисплее, что позволит увеличить время автономной работы. Ну что ж, приемник является неплохим продолжением линейки. Проведена хорошая работа над ошибками, много изменено и добавлено. Есть что добавить еще. Надеюсь, производитель дальше будет развивать свой продукт, а возможно порадует и новым дизайном, который, честно говоря, уже немного приелся. В общем, так держать.